Здравствуйте. Я пригласил в студию ученого, с которым произошла удивительная история. Владимир Григорьевич Ефремов – ведущий конструктор НИИ, в котором разрабатывалась одна из космических программ. Профессионально он разработчик информационных систем и систем космической навигации. Он принимал участие в работе группы по обеспечению полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Мы узнаем, как при невероятном стечении обстоятельств мысль ученого продолжала вести исследования. Пожалуйста, Владимир Григорьевич. Здравствуйте. Все, что случилось со мной, было для меня полнейшей неожиданностью. Я закашлялся и не смог сделать очередной вдох. Мне оставалось буквально выдохнуть очередные порции воздуха, и я понимал, что дальше будет какая-то пропасть, небытие, я потеряю сознание, и на этом вся моя жизнь кончается. И вот последний раз я делаю последний выдох, и вместо того, чтобы потерять сознание, уйти в небытие и вообще перестать существовать, я вдруг ощущаю, что я лечу по трубе. Это совершенно был неожиданный для меня поворот. Я никак не ожидал, что что-то может быть после того, что со мной произошло. Сознание не прерывалось ни на секунду, и поэтому новое осознание в новой ситуации для меня было исключительно свежо, ярко и интересно. Но во всяком случае я оказался уже летящим по этой самой трубе. Для меня это было ошеломляющее открытие, потому что я даже не подозревал, что такое возможно. Оказавшись в состоянии полета, я взял под контроль сам по себе полет. Я сейчас объясню, в чем дело. Дело в том, что еще в детстве я довольно часто летал во сне. Это обычное состояние, характерное для лиц молодого возраста, женщин. И у некоторых это явление наблюдается и в течение всей жизни, и у меня в том числе. Когда же я был уже во взрослом состоянии и занимался в свое время моделированием движения летательных аппаратов, то полеты во сне меня интересовали с точки зрения управляемости этих самых полетов. И для того, чтобы добиться совершенства в части управления этих полетов, я решил разработать для себя некую такую условную программу, которую отрабатывал в течение этих полетов. И в соответствии с наработанной уже техникой пилотирования, если так можно сказать, я приостановил свой полет, и стал разбираться, а что же мне делать дальше. Первое, что я отметил, это то, что у меня, так сказать, работает мое сознание, и это произвело на меня очень сильное впечатление, потому что я никак не предполагал, что после того, как я перестану дышать, и после того, как у меня перестанет работать сердце, возможно, какие бы то ни было размышления. А там все как раз наоборот. Более того, сознание оказалось настолько мощно работающим, настолько имело отличительные особенности, что это само по себе было поразительным. Поразительным явилось следующее обстоятельство, что сознание работало не в понятийном ключе, как это обычно бывает в нашей реальной жизни, в виде некой такой линейного процесса, а произошло странное смешение понятийного и образного мышления, при котором сохранялась широта охвата образного мышления и качественная логическая проработка отдельных элементов понятийного мышления. То есть было параллельное мышление по нескольким ветвям причинно-следственных связей практически. Да, и количество этих параллельных направлений одновременно, так сказать, по которым происходило понятийное мышление, составляло, многие сотни, а может быть даже и тысячи. То есть это
широченнейший охват параллельного такого мыслительного процесса, и причем отдельные результаты, полученные в одном канале, можно было передавать в другой, в третий и использовать в процессе общего такого вот мыслительного процесса, который вот меня поразил по своему существу. То есть по существу у вас исчезло понятие пространства и времени в том смысле, в каком мы используем. Не локальная цепочка мышления, а сразу же параллельное полифоническое такое мышление. Да, если была такая необходимость. И как же вы решили проблему навигации в том мире? Я решил проблему навигации, как мне показалось, очень просто. Я использовал известный принцип движения летательного аппарата, ориентируясь по местности и сопоставляя заранее известный ландшафт местности с тем фактическим, который на самом деле простирался под летательным аппаратом. В каком виде пространства? В виде неоднородности некое было, да? Да, там была определенная неоднородность, и можно было бы сказать, что это был определенный ландшафт, но ландшафт, свернутый в трубу, вот, но тем не менее там, в общем-то, один участок существенно отличался от другого, и можно было бы как-то запомнить, вот, так сказать, тот ландшафт, над которым я пролетал. Вот. И я решил проверить, работает ли это или не работает вот такая система навигации. Вот, оказалось, работает. Я действительно, обладая таким расширенным сознанием, я в состоянии, пролетая над каким-то участком, запомнить все, что до мельчайших подробностей, весь фактический ландшафт, рельеф, который там был, долетая до какой-то отдаленной точки, разворачиваюсь и начинаю лететь обратно в исходную точку для того, чтобы убедиться, что на самом деле данная система навигации работает. Так вот, когда я развернулся и стал лететь в обратном направлении к исходной точке, я с удивлением обнаружил, что по мере приближения к исходной точке ландшафт становится все менее и менее знакомым. То есть в процессе моего движения в одну и в другую сторону ландшафт, оказывается, не оставался постоянным, а он подвергался каким-то специфическим изменениям. Независимо от вас. Независимо от меня. И когда я подлетал к исходной точке, оказалось, что вообще от этой исходной точки ничего не осталось. Там вместо одной исходной точки было нечто другое. И ни с чем не связанное. Но нужно как-то все-таки проблему решить. И здесь пришла такая очень интересная мысль, что если я управляю полетом, то есть, по сути дела, оказывается, что полетом управляю я через определенный мыслительный аппарат. То есть в данном случае моя мысль обладает свойством причинности и является той причиной, которая вызывает изменение моего положения относительно вот внешнего ландшафта. Вот. И мысль заключалась в том, а нельзя ли употребить нечто похожее, какое-то усилие, вот, с тем, чтобы пытаться восстановить тот ландшафт. И вернуться в ту точку, от которой вы начали движение. Вернуться в ту точку. То есть, в принципе, можно или нельзя вообще действовать как-то на окружающий мир с тем, чтобы вызвать модификацию и принудительно вернуть его в исходное положение. Но первая попытка была относительно удачной, потому что она позволила такое изменение выполнить, но это было чрезвычайно сложно, чрезвычайно трудно. И мне стало ясно, что здесь потребуется дополнительная какая-то отработка техники, отработка эффективности приемов с тем, чтобы усилить такое действие на окружающий мир. Вот. Ну и через какое-то время, после определенной тренировки, оказалось, что... Вы вернулись туда, куда хотели. Да, я вернулся туда, куда я хотел, и я мог восстанавливать уже любой путь по той картинке, над которой я ранее пролетал. Вот. И более даже,
пришла такая мысль, ну а зачем восстанавливать весь путь, когда можно вообще-то сразу попытаться восстановить ту точку, которую, куда же желаешь. И попадаете туда, куда вы хотите. Совершенно верно. Вот. Я ничего не знал относительно телепортации, даже термина такого в то время мне это было совершенно неизвестно. Но тем не менее практически удалось получить такое, вызвать явление телепортации и перемещаться уже в ту точку, в какую хочешь, если ты знаешь, куда ты хочешь и как. Вот. Тем самым, в общем-то, проблема, можно сказать, была решена, навигация, но передо мной встали другие проблемы. Значит, если мое сознание активным образом может вмешиваться и влиять на окружающий как-то мир, то возникла проблема, а до какой степени возможно такое влияние, а как, а какие там условия и масса других особенностей, потому что сам факт, что можно мысленно влиять на окружающий мир, и сфера этого влияния не определена, ее следовало еще установить, и там свои особенности и законы, передо мной открылось огромное такое бездонное поле задач, которые были одна интереснее другой. И не попытались ли вы решить ту задачу, которую нужно было вам решить на самом деле в реальном мире? Да, так получилось, но это было не совсем сразу. Дело в том, что когда я начал рассуждать по поводу вот окружающего мира и моего воздействия на этот окружающий мир, то я не сразу заметил одно обстоятельство, что вдруг перестало существовать время и пространство. Это было неожиданно для меня, что вдруг как-то потерялось, и мне было немножечко непонятно, где оно потерялось, из какого такого момента. Я мысленно вернулся в исходную точку своих рассуждений, оказался в той же самой трубе, и я понял, что дело в том, что при том характере расширенного сознания, которое имеет место там, вот, существует принципиальная возможность видеть все события не в трехмерном каком-то, а в многомерном, многоплановом таком ракурсе. И вот при рассмотрении явлений вот в таком ракурсе оказывается, что с введением многомерности теряется и пространство, и время, потому что время присутствует одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, и оно присутствует, вот, так сказать, сразу все, и нельзя сказать, что мы находимся вот в данной конкретной точке. То есть оно не сопряжено с каким-то определенным фактом? С определенным фактом. И тут мне пришла в голову следующая такая мысль. Вот то, чем я там занимался, это было связано с тем пространством, которое имело место там. А нельзя ли в сферу рассмотрения еще ввести какой-то элемент из моей прошлой жизни? Ну, например, можно ли увидеть мой сломанный телевизор, который сломался накануне буквально? Вот. Ну, сказано, сделано. Оказалось, что да, можно. Телевизор мой там появился. И каким же вы его увидели? В первый момент я увидел его телевизор точно таким же, как видел обычно. Но это буквально был первый миг, потому что сразу же, кроме вот этого видимого образа этого телевизора, появилась информация, глобальная информация с этим телевизором, связанная с этим телевизором. И как он был задуман, и как он был сконструирован, и как он был разработан, и на какой оснастке изготовлялся, и какие там были у него параметры. То есть опять полифоническое сознание возникло. Полифоническое сознание, где опять же
же отсутствовало время как таковое, потому что в процессе создания вот этого телевизора, который я вот вызвал, как раз находилась вот вся глубина пространственно-временная, которая относилась к этому телевизору. И вот сам, собственно, телевизор, как мы его обычно, вот, так сказать, представляем и видим, он занимал исключительно скромное такое место. Я хотел на него, смотрел, не хотел, я на него не обращал внимания, но я просто хочу сказать, что вот это вот видение проблем во всей своей глобальности, когда видно все причины и следствия, непрослеживаемые сплошь и рядом вот в этом вот мире, там они вдруг выступают, и это вообще дает удивительное осознание происходящего и всех явлений, которые связаны с рассматриваемым вопросом. То есть, поскольку вы касаетесь анализа реальных процессов, это ваше сознание обладает этим свойством, анализируя реальность фактически. Но вот откуда я получаю информацию? Это другой вопрос. Это другой вопрос. Да. Вот. Но факт заключается в том, что в принципе такая информация имеется, что она может быть представлена, она может быть осмыслена, и те вещи, которые кажутся случайными где-то при каких-то обстоятельствах, то там они выглядят совершенно не случайно. И вы поняли, как и сломался из-за чего? Да, Т-315 транзистор из блока разверток. Вот он выскочил. Вышел из строя. Понятно. И когда я потом вернулся в так оно и было. Так оно и было, и телевизор у меня заработал. То есть фактически вы вернули в реальности то, что... Да, совершенно верно. Так это все и происходило. Значит, еще одной особенности, которая имела место там, было следующее, что вот само информационное взаимодействие между мной и как бы окружающим миром. Поначалу мне казалось, что речь идет о моем собственном мышлении, что вот я задаю мысленно сам себе вопрос, я нахожу какой-то ответ, и мне кажется, что это результат хорошо работающего моего сознания и только, но со временем я начинаю понимать, что я получаю информацию, которая выходит за пределы когда бы то ни было осознаваемых каких-то явлений. То есть, по сути дела, тот мир, который меня там окружал, он снабжает меня информацией на заданную тему в том виде, в котором меня это интересует. Скажите, пожалуйста, а вы пытались еще, кроме телевизионной задачи, решить какую-то другую задачу техническую, которую вы решали реально? Да, такая задача была мною решена. Вот, в частности, у себя на работе наш коллектив, и я в том числе, бились около 2 лет над решением одной научно-технической задачи, которая была исключительно сложна в силу своей многокомпонентности и сложности, просто структурной сложности. И никак было не уловить то решение, которое было бы удовлетворительно для конкретной вот задачи. И просто интересу ради, хотя я не рассчитывал вернуться обратно уже, я поставил перед собой такую задачу. А можно ли вообще рассмотреть хотя бы такую задачу? Пожалуйста. Она у меня встала перед глазами вся целиком и полностью. Опять же в такой полифонии? Опять же в такой полифонии. Сразу было видно и понятно все взаимосвязи, все без исключения, все особенности. И был получен тот самый результат, который... То есть алгоритм решения практически найден. Да, алгоритм решения. И вот сам-то по себе результат, он очень довольно-таки простой, но не просто его получение. Ага. Вот. Но, во всяком случае, по получению этого результата я на следующий день в своей рабочей тетрадке у себя на работе совершенно спокойненько записал все. И руководство удивилось? Ну, так сказать, она, может быть, и не очень удивилась, потому что посчитала, что это в порядке вещей, но я удивился, потому что характер получения такой информации был очень специфичный. Значит, по существу говоря, вы действительно проводили научные исследования, потому что, с одной стороны, вы оперировали реальными объектами, телевизор, ваша задача.
С другой стороны, вы опробовали ту систему, которую вы в свое время в полетах в реальных, Да, наяву, так сказать. и более того, вот я только вскользь упомянул, но дело в том, что там образовалась некая интеллектуальная система, где был даже не один субъект, который предоставлял Даже мне, так? а два. Вторым субъектом был я, но я был ограниченных возможностей субъект. Вся система представляла собой как субъект неограниченных возможностей. И получалось так, что в этой интеллектуальной системе был ведущий субъект и ведомый, то есть я. Владимир Николаевич, вы сейчас рассказали, как вы исследовали в этом мире. А теперь я бы хотел узнать, как вы вернулись, сколько времени вы пребывали в этом состоянии, потому что вы сделали очень много, и сколько времени заняло это путешествие за грань жизни? Как мне рассказывали, продолжительность моего пребывания в состоянии клинической смерти оценивалась приблизительно 5-7 минут. Всего лишь? Всего лишь. Мне же показалось, что это было почему-то, мне это так представлялось, 55 минут. Не 56, не 58, а 55. И вот когда я вдруг почувствовал, что кто-то меня начинает... Знаете, у меня было такое впечатление, как будто я нахожусь в глубочайшем сне, и кто-то усиленно будет, и вот до меня, до сознания доходит какое-то внешнее воздействие, которое мне начинает мешать. Суть вот этого исследования меня настолько захватила, что я тормозил обратное свое возвращение как мог. То есть это был хороший кабинет исследований, в котором можно было наблюдать за жизнью? Совершенно верно. И когда моя сестрица, она работала тогда операционной сестрой при операциях на сердце, она прекрасно понимала, что происходит, она меня профессионально возвращала и вернула оттуда. И потом спрашивает, а, собственно, чему ты так радуешься? А у меня вообще физиономия пылала от восторга. Я говорю, ну как же, я наконец решил колоссальную задачу, которую я не мог решить на протяжении 2 лет. Владимир Григорьевич, правильно я могу понять, что в действительности вот в этом научном исследовании обнаружилась новая тема, новый предмет исследования в науке. То есть такое впечатление, что ваше сознание, и мы не ожидали этого, что работает в неком другом частотном диапазоне, в котором более широко мы можем представить всю ситуацию, которая имеется в мире, и где возможно параллельные логические цепи разрешать. Да, так сказать, можно. Но я хотел бы немножечко продолжить вот в каком ключе. Дело в том, что когда я вернулся обратно, то вдруг неожиданно оказалось, что те наработки, которые были выполнены там, то есть наработки по способу воздействия на окружающий мир через сознание, в частности, и наработки по получению информационных каких-то вещей, понимаете, работают и здесь. И это для меня было ошеломляющим вообще-то фактом. Владимир Григорьевич, вы сейчас сказали потрясающие вещи. Я думаю, что эту тему мы затронем в другой передаче, потому что в действительности вот обращение к совершенно новому аспекту научного предмета исследований, с которым вы встретились, с возможностью более значительной возможностью мозга, сознания, чем ту, которую мы представляли. То есть сейчас оказалось, что знание этого дает возможность человеку владеть большим мастерством и технологическим, и техническим, чем мы до сих пор это ожидали. Может ли физика сегодня истолковать столь необычный факт? Да, может. Физика, к моему глубокому удовлетворению, готова сегодня объяснить происходящее. А вы, уважаемые телезрители, должны приготовиться воспринять принципиально новую картину мироздания. Мир существует в чрезвычайно широком энергетическом и частотном диапазоне. О многомерной волновой картине мира и будет идти речь в следующей передаче. До свидания.